Михаил проработал егерем в Верхнекамском лесничестве более 20 лет. После выхода на пенсию он не уехал в город, а остался в небольшом доме на окраине поселка. Дом был старый, выстроенный еще его отцом, когда-то военным, а потом строителем. Все в этом доме хранило след времени: обшарпанный комод, шипящее радио на подоконнике, потрескавшиеся стены. По утрам потрескивала печь, возились мыши за кладовкой, пол скрипел, как будто дом дышал. Михаил просыпался рано, без будильника. За столько лет организм сам знал, когда начинать день. Сын давно жил в другом городе, почти не звонил. Внука Михаил знал лишь по фото, где тот стоял в джинсах и футболке с английскими надписями. После смерти жены общение с близкими стало редким, почти призрачным. К 8 он вышел на утренний обход. По рации коротко сообщил: «3 выходит, южный склон, связь по основному каналу». Голос был хриплым, но твердым. Михаила знали в округе. Молчаливого, надежного, сдержанного. Лес он знал всем телом. Где завал, где прячутся волки, где стоит трясина, где браконьеры могут спрятать капкан. Но даже самый знакомый лес умеет меняться. И это всегда настораживало. Не прошел он и 100 метров, как заметил Людмилу, подругу детства. Она стояла у калитки. Пальто накинуто наспех, волосы взъерошены, глаза тревожные, как у птицы в клетке. «Ты Наталью не видел? Мою соседку. Вчера пошла по грибы. К вечеру должна была вернуться. Телефон не взяла. Говорит, давление от него скачет. А у нее сердце». Михаил молча достал рацию. 3. Поступило сообщение о пропавшей. Женщина, 72 года, ушла одна в лес. Последний раз видели за оврагом у старой пасеки. Передаю координаты. Ответ последовал сразу. Принято. Сообщение передано в район. Постараемся организовать поисковую группу. К обеду собрались добровольцы. 2 из соседнего села, продавщица из местного магазина, старый учитель и парень с собакой. Разметили карту, распределили участки. Искали до наступления сумерек. Нашли сломанную ветку, платок без инициалов и слабый, почти стершийся след. Михаил узнал аромат духов, еле уловимый, как дыхание ушедших лет. Шел дождь, ночь была сырой, следы исчезали быстро. К 2 часам поисковики стали расходиться, но Михаил остался. Он пошел вверх к глухой балке, месту, где воздух застаивался, как в старом подвале. Там редко кто бывал. Вдруг звук. Сначала слабый, царапающий. Он прошел дальше, но под сапогом что-то мягко качнулось, и земля ушла у него из-под ног. Он ударился о стену, сбил дыхание, очнулся среди мрака. Вокруг кирпичная арка, влажные стены, цепь, ведро со сгнившими остатками. Пахло плесенью, железом и чем-то затхлым. На полу тряпка. Михаил поднял ее. Вышитые инициалы. Н.П. Наталья Петровна. Сердце его сжалось. Он выбрался наружу с трудом, будто сам лес не хотел его отпускать. На участке дежурный только пожал плечами. «Платок? Да, у нас такие каждый сезон находят. Бабульки роняют». Только молодой сотрудник Алексей заинтересовался. Вечером они вернулись к балке. Михаил показал место. Но ничего не было. Мох ровный, земля целая. «Может, кто-то успел засыпать», — предположил Алексей. «Такое бывает. Завтра подниму вопрос на совещании». Но утром полицейский исчез. Михаил проснулся не от звука, а от странного липкого ощущения. Будто в комнате кто-то стоял. Он резко сел на кровати, глядя в окно. За стеклом ничего, кроме рассветного мрака. Но что-то было не так. Он вышел на крыльцо. Ветер не шевелил ни одну ветку. Собаки молчали. Все казалось слишком тихим. И только подойдя к двери сарая, он увидел. На доске был приколот тонкий мятый листок.
клочок бумаги, вырванный из старой тетради. Почерк жирный, кривой, словно писали дрожащей рукой. «Не лезь». Бумага пахла мазутом. Михаил поднял ее, долго смотрел, как будто пытался вычитать что-то между строк. Потом сжал ее в кулак. Лес молчал, но он чувствовал, как напряжение вокруг нарастает. Казалось, будто за каждым деревом стояли глаза. Тогда он пошел к единственному, кому доверял — Василичу, бывшему помощнику егеря. Тот сидел у окна, пил чай из банки из-под варенья, курил табак, сушеный на чердаке. В 97-м 3 ребят пропали. Помнишь? Костя, Леха и Миша? Конечно. Хорошие были. Тогда молчали все. А я знал, они не дошли до Плешивого камня. Там все закончилось. Михаил пошел туда. На камне были едва заметные царапины. Мы были здесь. КЛМ. В голове все сложилось. Он вспомнил, как по ночам из дома Николая Захаровича, молчаливого старика с окраины, выходил тусклый свет. Как однажды видел, как тот уходит в лес с рюкзаком. Михаил решил проследить за Захаровичем, когда увидел, как тот снова ушел в лес с рюкзаком. Старик двигался уверенно, как будто шел по знакомому пути. За старым валуном он остановился и открыл люк в земле, прикрытый мхом и ветками. Михаил ничего не стал предпринимать сразу. Вернулся ночью, когда был уверен, что все вокруг тихо. Он взял фонарь, взломал замок и спустился вниз. Внутри оказался сырой бетонный коридор. На стенах висели старые карты, какие-то схемы и фотографии. Он стал рассматривать лица на снимках и с ужасом узнал несколько. Это были те, кто пропадал в этих местах в разное время. Среди них он увидел и свою фотографию. Под ней было написано: «Угроза. Устранить при необходимости». Откуда-то из глубины тоннеля послышались шаги. Михаил испугался, быстро развернулся и, ранив плечо торчащую арматуру, с трудом выбрался наружу. Через 2 дня в округе снова пропал ребенок. Мальчику было 11 лет. Его велосипед нашли у тропы, которая вела к Плешивому камню. Михаил понял, что нельзя больше молчать. Он вышел на связь, передал все, что знал, назвал координаты и имя — Николай Захарович. На его сообщение отреагировали быстро. Началась проверка, подключили полицию и районные службы. Когда добрались до дома Захаровича, оказалось, что сам он умер уже несколько лет назад. Внутри не было почти ничего, кроме старых вещей, а под полом действительно нашли люк. Внизу обнаружили сеть подземных помещений. По-видимому, бывшие складские или военные сооружения времен Советской армии. Там нашли улики, подтверждавшие, что там кто-то жил. Были спальные мешки, остатки пищи, следы крови, обрывки документов и фотографии пропавших людей. Поздно вечером, когда следственная группа установила наблюдение, к люку вышел молодой мужчина. Он выглядел странно, худой, бледный, с потухшим взглядом. В руках у него была металлическая труба. Когда его задержали, он не сопротивлялся, только произнес: «Меня зовут не так, как вы думаете. Это он дал мне имя. Я вырос здесь, лес — мой дом, а вы — чужие». Выяснилось, что это сын Николая Захаровича. Он действительно родился и вырос в подземелье. Его отец, по всей видимости, считал людей угрозой лесу и воспитывал сына в изоляции, внушая ему, что те, кто приходит сюда, — враги. Со временем сын начал действовать сам. Он подкарауливал людей в лесу, считал это очищением. После ареста его признали невменяемым. Объяснили, что Захарович умер несколько лет назад, но при помощи записей, личных вещей и маскировки создавал видимость, что он еще жив, чтобы защитить своего сына. Прошел месяц. Жизнь в поселке постепенно вернулась в обычное русло. Но Михаил чувствовал, что что-то все еще не так.
Иногда по ночам ему казалось, будто кто-то стоит рядом с его домом и смотрит в окна. Однажды он снова пошел к тому месту, где был вход в подземелье. Земля уже заросла травой, следов не осталось. Только на стволе старой ели он заметил свежую надпись, вырезанную ножом. «Я не один. Он звал меня иначе. Я жду». Михаил долго стоял и смотрел в глубину леса. Все было тихо, но это была необычная тишина. Она была настороженной, словно лес все еще наблюдал. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.